Сегодня мы с вами столкнем лицом к лицу нового монстра автономности Samsung Galaxy M52 и, вероятно, одну из самых удачных моделей линейки А Samsung Galaxy A52, чтобы узнать, что стоит выбрать. Меня зовут Роман, вы на канале SoftTouch. Поехали! В этом году компания Samsung реально удивила. Если прошлые смартфоны линейки M были довольно увесистыми, то новый M52 теперь даже тоньше, чем A52. Казалось бы, разница в 1 мм, но в данном случае размер имеет значение. Задняя крышка M52 глянцевая и легко собирает отпечатки пальцев. A52 напротив с матовой задней крышкой, на которой отпечатков совсем не видно, особенно в фиолетовой или белой версии. Оба смартфона изготовлены из пластика с пластиковыми рамками, но на стороне A52 официальная влагозащита по стандарту IP67, которой у M52 не заявлено вовсе. Заряжаются смартфоны по Type-C, а в случае M52 через переходник Type-C на 3,5 мм придется еще и слушать музыку. Видимо, от разъема для наушников избавились ради тонкого корпуса. Оба смартфона получили Super AMOLED матрицу с разрешением Full HD+, формата 20:9. Дисплей больше у M52 6,7 дюйма против 6,5 дюймов у A52. Плотность пикселей, соответственно, выше у A52. 407 ppi против 393 ppi у M52. Частота обновления экрана выше у M52. Теперь это целых 120 Гц, что весьма премиально. Тогда как у A52 она на уровне 90 Гц, тоже неплохо. Официальная защита экрана заявлена только у A52. Это стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения. В обеих моделях есть темная тема интерфейса и режим Always On Display, которые могут работать как постоянно, так и по графику. Стиль часов на заблокированном экране можно кастомизировать по своему вкусу. Также вы можете настроить цвета дисплея, установив один из двух пресетов, либо настроив температуры вручную. Также ручками можно покрутить и цвет ползунками RGB, но немногие будут таким заниматься. Как часто вы крутите ползунок? Напишите в комментариях. Ради экономии энергии можно уменьшить частоту обновления экрана до стандартных 60 Гц. Оба экрана не лишены главного недостатка AMOLED матриц – шима на низкой яркости. Функции DC Dimming, то есть уменьшение мерцания, я в настройках, к сожалению, не нашел. M52 получил 6-нанометровый Snapdragon 778G с видеочипом Adreno 642L. Версия флеш-памяти UFS 2.1. Пока доступна только одна конфигурация 6/128. Если баловаться синтетикой, то в тесте Antutu M52 набрал 455 тысяч баллов. На M52 даже в тяжеловесную Genshin Impact можно играть со стабильными 60 FPS, пускай и с низкими настройками графики. Asphalt 9 бодренько идет на высоких настройках без просадок и подлагиваний. С простыми играми проблем нет никаких. Можно устанавливать все и играть. A52 работает на 8-нанометровом Snapdragon 720G с видеочипом Adreno 618. Версия флеш-памяти UFS 2.1. Доступны две конфигурации 428 и 8256. У меня на обзоре A52 с 4 гигабайтами оперативной памяти в тесте Antutu набрал 263 тысячи баллов. На A52 можно будет поиграть в AAA проекты на средних настройках графики. Иногда могут происходить микролаги. Asphalt 9 также иногда подлагивает в экшн-сценах. Нетребовательные таймкиллеры можно устанавливать все. Тут проблем не возникнет никаких. То есть, если вы собираетесь много, долго и часто играть, есть смысл выбрать Samsung Galaxy M52. Внутреннюю память смартфонов можно расширить картой памяти microSD, установив ее вместо одной из SIM-карт. Работают смартфоны на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Вам будет доступна панель Edge с избранными контактами, приложениями и дополнительными плюшками, так и помощник Bixby. Что касается коммуникаций, смартфоны получили почти идентичный набор. Это Bluetooth версии 5.0, NFC модуль для бесконтактной оплаты и Wi-Fi модуль с поддержкой стандартов ABGN-AC. M52 также поддерживает стандарт Wi-Fi 6 или Wi-Fi AX. Сканер отпечатков пальцев у M52 привычно разместили в кнопку разблокировки экрана. И как по мне, это самый удобный метод защиты смартфона. После Face ID, конечно. У A52 сканер отпечатков пальцев оптический и расположен под дисплеем. Успешность его работы зависит от чистоты экрана. Что касается автономности, M52 получил вполне обычный для рынка аккумулятор объемом 5000 мАч. У A52 аккумулятор на 4500 мАч. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку 25 Вт. Правда, в комплекте вы найдете блок только мощностью 15 Вт. Более мощный блок придется покупать отдельно.
В синтетическом тесте Geekbench на максимальной яркости экрана и с максимальной нагрузкой на процессор полная разрядка M52 заняла 11 часов и 12 минут, а 52 12 часов. Как видите, даже несмотря на меньшую диагональ экрана, A52 продержался лишь на 1 час дольше. К тому же, во время теста, достигнув отметки 10%, Samsung A52 автоматически понизил яркость экрана. Возможно, сработало автоматическое энергосбережение. Что касается камер, здесь фактически идентичный набор. Основная на 64 мегапикселя, широкоугольная на 12 мегапикселей и макромодуль на 5 мегапикселей, фронталка на 32 мегапикселя. A52 получил еще дополнительный 4-й TOF модуль для размытия заднего плана на 5 мегапикселей. Что ж, друзья, на оба смартфона вы можете снимать видео с максимальным разрешением 4К, 30 кадров в секунду. Ползунок стабилизации видео в настройках, правда, при этом не активен. Как видите, тряска рук, она немного передается камере. Я так понимаю, что стабилизация видео в 4К не применяется. Применяется она только в Full HD. Сейчас я снимаю в 4К на широкоугольный объектив сразу. И что приятно, на обоих смартфонах можно прямо во время съемки переключаться с широкоугольной камеры на основную. При этом, правда, теряется где-то секунда записи звука. Но, в принципе, это не критично, если вы там не снимаете спич свой вот потоком плотным, слово за слово, предложение за предложением. Сейчас переключусь на основную камеру. Вот сразу во время съемки переключился на основную камеру. Такая картинка у нас с основной камеры. В принципе, если снимать с рук стоя, то картинка довольно стабильная, но как только начинаешь идти, тряска сразу передается рукам. Особенно это видно на M52, на A52 как-то видео стабильнее. Возможно, здесь действительно работает стабилизация оптическая, о которой нам говорили на презентации. Хвалились тем, что линейка А в этом году получила оптическую стабилизацию видео. Как видите, мы сейчас в сравнении. Это действительно так. В следующем видео я уже переключусь на Full HD, включу ползунок стабилизации видео и сравним с вами стабилизацию, так сказать, лицом к лицу. Что, друзья, переключился на Full HD, включил стабилизацию видео. Как видите, теперь картинка стабильна на обоих смартфонах. У нас сейчас такой ветер небольшой, возможно, он задувает во внутренний микрофон, но вы можете сразу слышать, работает ли какое-то шумоподавление на микрофоне. В принципе, картинка вот такая, со стабилизацией Full HD. Давайте еще немного пройдусь по лестнице, посмотрим с вами, как эта стабилизация будет гасить подъем по лестнице. Довольно неплохая стабильная картинка. Сейчас поднимусь, переключусь на основную камеру, секунду. Чик. Переключились на основную камеру. Смотрим детализацию, Full HD. И давайте спускаться. Вот попробую смартфон держать ровно, чтобы вы увидели, картинка трясется или не особо. Спускаюсь. В комментариях можете написать видео, с какого смартфона вам показалось лучше, стабильнее, картинка как-то ближе к реальности, возможно, цвета не такие насыщенные или наоборот слишком насыщенные, как работает экспозамер. Мне камеры плюс-минус идентичны, но большая привилегия у A52 это, конечно же, оптическая стабилизация, которая применяется не только в Full HD, но и в 4К. На M52 видео в 4К, конечно, такое довольно посредственное, довольно печальное, то есть его можно снимать только статично. Как только начинаешь идти, картинка сразу трясется, и это такое вызывает дискомфорт. В следующем видео сейчас покажу вам фронтальные камеры. Что ж, господа, на фронтальные камеры, господа и дамы нас тоже смотрят. Фронтальные камеры A52 и M52 вы можете снимать видео также с максимальным разрешением 4К, 30 кадров за секунду. Если здесь оптическая стабилизация либо электронная, это, конечно, остается загадкой, потому что производителем ее нигде не заявлено. Сейчас я смартфон опять же держу в руках, иду, и мне кажется, что видео все-таки стабильнее на A52, на M52 картинка немного трясется, да и в целом как-то картинка на A52 меня привлекает больше, мне она больше нравится. Могу еще немного пройтись, посмотрите. С погодой нам, конечно, повезло. Вышло солнце
И в комментариях можете написать, камера какого смартфона вам нравится больше. В начале видео я сказал вам, что A52 возможно самая удачная модель из линейки A, но теперь мне кажется, что на его месте должен быть Samsung M52. Парадоксально, но смартфон, который должен был выйти большим, толстым и увесистым, со средненьким процессором от MediaTek, но зато объемным аккумулятором на 6 либо 7 тысяч мАч, появился на свет полной противоположностью. Это тонкий и легкий смартфон со средним аккумулятором по рынку на 5000 мАч, но зато мощным процессором Qualcomm Snapdragon 778G. Какой из этого всего можно сделать вывод? Если вы ищете смартфон для игр с большой диагональю дисплея и неплохой камерой, то стоит выбрать Samsung Galaxy M52. Если же вам нужен более компактный смартфон, то A52 немного меньше, автономность у него приблизительно на том же уровне, но за счет оптической стабилизации на основной камере он выигрывает у M52. Какой из смартфонов вам понравился больше? Свое мнение пишите в комментариях и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и стучите в колокольце, чтобы ничего не пропустить.